Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В сезон клубники не могу не поделиться с вами моим любимым рецептом ягодного пирога, который очень прост в приготовлении. Нам нужно помешать ингредиенты, украсить ягодами и отправить в духовку. Выпечка получается очень нежной, вкусной и ароматной. Для приготовления нам понадобится клубника, вместо нее можно взять любые ягоды. Я готовила, например, еще со сливами, тоже очень вкусно. Мука, яйца, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, его можно заменить на соду. Ванильный сахар, крахмал, соль, сахарная пудра для украшения. В рецепте я использую стакан объемом 250 мл. Клубника должна быть целая, не очень крупная, тщательно ее моем и удаляем хвостики. Пока откладываем в сторону. В самом начале приготовления включаем духовку, смазываем маслом разъемную форму. Диаметр моей формы 23 см. Теперь замесим тесто. На это потребуется буквально несколько минут. Высыпаем в миску стакан сахара, 3 яйца и мягкое сливочное масло. Я растопила в микроволновой печи и дала ему чуть остыть. Оно не должно быть горячим. Перетираем все до однородной массы погружным блендером, можно просто венчиком. Добавляем 1,5 стакана просеянной муки, разрыхлитель, ваниль и крахмал. В принципе, крахмал в тесто можно не добавлять, но без крахмала ягоды в пироге сильно проседают. Если нет крахмала, то его можно заменить сухим молоком. Эффект тот же. Все перемешиваем, чтобы получилось довольно густое однородное тесто. Если вы используете соду, то ее следует брать в 2 раза меньше, чем разрыхлителя, и обязательно гасить уксусом, чтобы не чувствовалось в тесте. Выливаем тесто в подготовленную форму. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Теста кажется мало, но не переживайте, оно хорошо подходит. Украшаем пирог клубникой. Отправляем в хорошо прогретую духовку и выпекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов. Следите за выпечкой и, если необходимо, корректируйте температуру, так как духовки у всех отличаются. Готовность теста определяем зубочисткой. У меня пирог выпекался ровно 45 минут. Вкусный, ароматный, красивый пирог с клубникой вынимаем из духовки и даем ему немного остыть. Затем поверхность пирога обильно посыпаем сахарной пудрой. Подаем пирог полностью остывшим. Клубника при выпечке уменьшилась в объеме, и мы наблюдаем пустоты в пироге. Пусть вас это не смущает, она довольно водянистая, и при термической обработке такое бывает. Несмотря на это, пирог очень вкусный, нежный, мягкий, его прекрасно дополняет сочность клубники и легкая кислинка. Настоятельно рекомендую приготовить этот пирог. Вам и вашим близким точно понравится. Кстати, на следующий день такой пирог намного вкуснее, чем свежеиспеченный. Но обычно он так долго не стоит, съедается мгновенно. Очень легкий и вкусный. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Впереди еще много вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.